Всем привет! Вот и погода начала понемногу восстанавливаться. Дождь шел ночь, день, ночь и вчера где-то до обеда. Зато хорошо все полил, смотрите, как зазеленело. Только холодно стало. Температура вчера выше 10 градусов и не поднималась, а сегодня ночью и вообще мороз был. Утром встал, все инеем покрыто. Да и совсем не кстати это. Сады цветут. Буду надеяться, что дождем их хорошо пролило и цветочки не сильно подморозило. Ну а раз высока вероятность, что осенью и зимой можно остаться без фруктов, и от меня тут уже ничего не зависит, то буду акцентировать свое внимание на мед, чтобы совсем без сладкого не остаться. Кстати, как распогодилось вчера, вощину отливал. Хотел воск переплавить, чтобы было готово и не суетиться, как понадобится. Но вот только из-за холодной погоды ничего не получалось. Воск, как попадал на холодную матрицу, быстро кристаллизовался. Листы получались корявые, дыравые, да и хрупкими. Как доставал, так в руках рассыпались. В итоге за 4 часа мучений листов 6 более-менее нормальных получил. Плюнул на это все до лучших времен. Ну а в доме тоже не будешь ли таким методом. Когда выливаю на матрицу, часть воска попадает на стенки кастрюли, и когда ставлю снова на плиту, начинает гореть и дыметь. Нужно менять весь технологический процесс, а для этого нужно сначала найти подходящую посуду. Вощина-то подождет, все равно ближайшую неделю еще будет холодно, и вряд ли она понадобится. А вот пока не испарилась влага, нужно не терять момент. Огороды сажать еще не буду, таким холодом бессмысленно. Да и семян же нету. Не съездил, не купил, гонялся за роем. Заказал, привезли мне горчицу. Так вот, думаю, посеять. Половину уже посеял. Даже уже и всходы появились. Но только что тогда плохо рассчитал с семенами. И купил один пакет, а он рассчитан всего лишь на 2-4 сотки. А здесь у меня кусочек соток 7 будет. Вот как раз еще один пакет и раскидаю. А то, что после дождя влаги много и семена побыстрее обойдут. Ну, конечно, не так быстро, как на этой стороне. Так как тогда была температура плюс 20, а сейчас только до 10. Ну, ничего страшного. Написано, что один из самых холодоустойчивых сидератов. Немного дольше всходить будет. И получится между частями где-то разница в неделю-две. Если буду оставлять до цветения, как раз получится, что эта часть будет уже заканчивать цвести. Это только начинать. И пчелам будет дольше где мед собирать.
Чуть-чуть не хватило, в конце совсем редко будет. Земля уже подсохла немного сверху. Сегодня еще солнечно, так и не видно, как семена ложатся. Ну что, будет как будет. Ну вот, часик побегал, еще одна работенка сделана. Фрезеровал на первой пониженной передаче, попробую на второй, как рекомендовали. Но мне что-то не понравилось, она сильно выбрасывала землю из-под нее. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. А заглублял фрезу на минимально возможную глубину, где-то сантиметра 3-4 получилось. Правильно ли это? Еще под серьезным вопросом. С одной стороны, семена мелкие, если глубоко их закопать, то будет тяжело прорасти сквозь землю. Ну а с другой стороны, если не глубоко, то здесь земля, песок, еще на горе, плюс ветрено, быстро влага испаряется и могут не успеть набухнуть семена. Когда взойдет, посмотрим, угадал я с глубиной. На этой части где-то сантиметров 5-6 получилось, так как сеял сразу после фрезеровки, земля была мягче и колеса глубже проваливались. Сеялку сейчас не стал использовать, так как нет семян. Для того, чтобы ее настроить, и так не хватило. Ну, хотя я думаю, скорее всего, с этими маленькими кругленькими она бы себя лучше показала намного, чем с зерном. Шадо, это что за поведение? А ну, слазь! Вы только смотрите. На моих шпаков приставал стали, да и целой бандой. Вон еще один кот сидит. И да, он серый только что убежал. Ну, слазь. Пшик. Ух ты, Шада, иди домой. Проказница. Ну, домой иди. Что это такое? Будешь наказана. Вот хитруня. Собрала банду и манипулирует ими. Они делают за нее всю грязную работу, а сама не лезет. Как-то я ее был заметил, уже на скворечнику сидела и лапу туда совывала. Ну, хорошо, что я их глубокими сделала, так никого не вытащила, не достала. Пришлось дубцом тогда ее погонять. Ох, смотри мне. Ну а здесь тоже, как видите, все обошло. И ячмень, и овес. Ну, за исключением только то, что сеял подсеялку. Как видите, полоска такая не очень. Работала только полсеялки, правая половина. Так как сеялку только придумал, сделал и не было еще испытано, но решил не рисковать, прошел сеять 2 раза туда и обратно. Ну а все остальное высевал дедовским методом. Ну и там еще зерна оставалось, так этот конец тоже добросал. И как видите, правильно сделал. Сеялка не очень была откалибрована, неправильно открыто забрала и работала только одна половина. Но, как видите, потенциал у нее есть. Не сильно от дедовского метода отличается по схожести и густоте. И если над ней еще хорошенько поколдовать, то что-то может и получиться. Ну а сейчас хочу этот кусочек все же досеять, чтобы он не пустовал.
Заодно и прополка получилась. Здесь вверху так вообще слишком много пырея было. Немного его поворачивало. Да и здесь повыше сходы немного похуже. Ну а овес от ячменя практически ничем не отличается, только небольшим оттенком. Вон справа. Для сравнения, на этом поле сосед сеял такой же овес, только на 1,5 недели раньше, и закрывал мотоблоком бараной. И как видите, слишком большие всходы травы получились. Ну и качество немного похуже, реже. Ну, конечно, не сравнится с колхозными озимыми. Здесь вообще красота, к тому же ее удобрили где-то пару дней назад. И аллеи из лип, которые осенью высаживал, смотрите, как красиво зеленеет. Прижились все деревца. Опять что-то затеваете? А ну разошлись! Пшик. Уже облетываются. Не знаю, понравится им этот новый домик или не понравится. Но буду надеяться, что да, и никуда не соберутся и не улетят. А начнут здесь развиваться и вырастет большую дружную семейку. Походу пчелам домик новый не понравился. Что-то они его недолюбили. Придется сейчас повторно с ним повозиться. Хорошо, что далеко не улетели. Ну и уже пониже, чем было в прошлый раз. Ну вот, опять за свое. Шада, что тут такое? Хорошо, что я предусмотрел эту ситуацию и сделал их более такими глубокими. То я не думаю, что она туда залезет. Кстати, заселились 6 скворечников, что я вешал. В 5 точно, ну а один под вопросом. Вот, я его повесил возле бани. Это единственный, который смотрит на восход. Но я его повесил слишком близко. Там в липе есть дупло, и там живут шпаки. Я видел, что он отгонял отсюда, то может быть, что сюда никто не заселился. Тот не позволил. Но посмотрю, если никого не будет, то потом перевешу.
Пчелы, которых посадил в новый улей повторно, больше не улетали. Может быть, из-за того, что и выбора у них особо не было. Погода была нелетная, дожди шли 2 дня, сейчас холодно. Ну и я еще перестраховался. На этот раз поставил им кусочек рамки с расплодом. Взял из того уля, с которого они вроде бы вылетели, одну рамку, разрезал ее и впаял в новую вставил. Там было и расплод, и меда немного, и перьги, так сказать, стартовый капитал для начала роста. Ну а сейчас, пока еще холодно, сиропу поставил, чтобы было не так скучно новые соты отстраивать. А с тем ульем, с которого они как бы вылетели, тоже не все так просто. Лазил, смотрел, так у них еще пчелы много, маточников нету, только мисочки с маточным молочком, так что непонятно, оттуда ли они. А откуда бы они и не были, не так уж и важно. Главное, что живут в новом домике. И когда выглядывает солнышко, становится теплее. Наблюдал, что вылетает из него понемногу и возвращается обратно с пыльцой, обживаются. Ну а так как я его ставил в ППХ на ящики из-под овощей, то хочу сделать поставку им стационарную, пока еще не обжились, не натаскали добра и улей не стал тяжелым, а то еще мало ли навернуться. Так сейчас прикидываю, на какую высоту его поднимать, чтобы было оптимально. Это как с зерном. Если поставить высоко, то центр тяжести поднимется и большая вероятность, что от сильного ветра упадет. Ну а если делать его устойчивым и опустить сильно низко, то будет работать неудобно и со временем спина заболит. Да и травой литок будет зарастать, и от нее будет повышаться влажность в улье. По санпину минимальная высота литка должна быть от земли не ниже 30 сантиметров. Но у меня, смотрю, получается где-то 45 и более-менее нормально работать. Но только что семья, если активно будет развиваться, то улей получится практически в мой рост. Хотя можно это будет контролировать, если что, снимать понемногу по мере заполнения. Хотя я не думаю, что будут они так сильно развиваться. Все же по 12 рамок. Решил подставки для ульев делать из дерева. Ну а так как они будут находиться постоянно в неблагоприятных погодных условиях, дождь, снег, солнце, то решил защитить их с помощью огня, так называемой технологии Якисуги. Я ее уже испробовал 2 раза. Это на компостном ящике и на своих теплых градках. И практически за год использования дерево вообще не изменилось. Ну только что на градках немного посветлело, и то из-за того, что я ее уголь пощищал щеткой металлической. Пчелы, конечно, не оценят такой выбор, но это первое время, а потом запах гари развеется и смоется дождем, да и кто их и спрашивает. К тому же более экологического антисептика я не нашел в таком количестве. Прополиса понадобится ведра 2, не меньше. А этот процесс эффективный, но вот только что муторный и требует большой концентрации внимания. А то можно моргнуть или задуматься, и все, заготовка сгорела. Ну и есть методы, которые помогают ускорить этот процесс. К примеру, использовать очень тонкие палочки. Тогда огонь будет быстрее и нужно будет почаще ворочать.
Ну или сразу две заготовки класть. Как думаете, во сколько раз быстрее будет, если не одну доску обрабатывать, а две? А вот и не угадали, не в 2 раза, а где-то в 3-4. Потому что если класть их с расстоянием сантиметр-полтора, то образуется небольшая тяга и сразу же опаливаются два торца. И получится, что их не нужно обрабатывать. Шадо! Шадо! Опять за свое! А ну сплавь! Ну вот, еще одна работенка закончена. Единственный недостаток такой технологии, то что она сильно грязная. Как-то я и запамятовал сразу. Так бы можно было бы баньку протопить на такой случай. Ну, все же уже практически год прошел, как я ее освоил и использовал. Но ничего страшного, отмоюсь. Зато теперь готов подиум для домика пчел. И другие будут куда ставить. Только осталось его перетащить сюда. Хотя тоже довольно будет сложновато, потому что не рекомендуется переносить вперед или взад больше, чем на метр. Ну а в сторону больше, чем на пол. А здесь практически 1,5. Хотя с другой стороны можно и попробовать. Они все равно сегодня практически не летали, там пару штук. Завтра тоже будут сидеть дома. Потому что до обеда дождь передают. А там вроде бы и потеплеет, и солнце будет. Да, вряд ли полетят. Там градусов, наверное, только 13 будет. Ох, разлаялся. Вернулся соседский собака. Сегодня дедушку привезли. Теперь я снова не один в деревне. Аккурат вернулся на День Победы. О, это же я тоже приехал 9 мая в деревню. Сегодня юбилей, ровно год, как я здесь. Ну, праздновать некогда. Работы много. Уже год прошел с моего новоселья, я уже обжился. А вот им еще только предстоит. Сколько они тут? Пару дней только сидят. Скорее всего, еще и вощину добрый не оттянули. А как раз и погода нет нормальной для этого. Что ты кричишь? Опять лазишь по шпакам? Ох, получше мне. Ну вот, первый домик на месте. И теперь официально старт новой пасеки положен. Посмотрим, насколько она вырастет до осени.